Главные новости сегодняшнего дня. Против известной оперной певицы Марии Максаковой возбуждено новое уголовное дело. Причиной стало нарушение правил поведения иностранного агента. Оперной певице грозит до 2 лет лишения свободы. Еще ранее против оперной певицы возбудили уголовное дело за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Команда Никиты Михалкова и прокуратура Российской Федерации в результате проверки арестовала замгубернатора Ростовской области и министра финансов Лилию Федотову. Против чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий и получение крупных денежных взяток». Общий ущерб от действий министра финансов для Ростовской области составил 2 миллиарда рублей. Большая потеря в мире российского кинематографа и культуры. Накануне ушла из жизни российская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Чернова. Евгении Дмитриевне Черновой было 72 года. Причина смерти – сердечная недостаточность. Евгения Чернова была ведущим преподавателем ГИТИСа. За годы своей творческой карьеры она снялась более чем в 15 кинофильмах и 20 театральных постановках. Зять музыкального продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко пропал в зоне спецоперации. Молодой человек имел позывной «Панда» и пропал в декабре 2023 года. Родные Евгения проводят его поиски. Молодой человек ушел добровольцем на СВО и заявил, что обратно вернется героем. Зять Иосифа Пригожина ушел на СВО добровольцем и заявил, что вернется героем. Однако уже больше года семья не получает от него вестей. Близкие занимаются поисками. Дома мужчину ждет маленький сын. Сегодня утром в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково был арестован известный телеведущий и журналист Владимир Познер, который прилетел в Россию для встречи со своим другом Иваном Ургантом и для проведения деятельности, направленной против Российской Федерации. 90-летнего телеведущего сопровождали охранники и медицинский персонал. Владимир Познер прибыл в Россию на частном самолете. Также был задержан и Иван Ургант, который встречал Владимира Познера в аэропорту Санкт-Петербурга. Как считает Следственный комитет Российской Федерации и команда Никиты Михалкова, Владимир Познер мог посетить территорию Российской Федерации не только ради деловых встреч и общения с Иваном Ургантом, а также чтобы обезопасить свои финансовые счета и перевести финансовые средства из России в зарубежные страны. Отметим, что еще год назад антикоррупционный комитет арестовал у Владимира Владимировича Познера крупное имущество и недвижимость. После этого случая до сегодняшнего дня Владимир Познер не появлялся на территории России. Эстрадного певца Александра Серова окончательно лишили звания народного артиста России. Дело Александра Николаевича находилось в Министерстве культуры на рассмотрении почти полгода. Отметим, что в последнее время Александр Серов часто становился участником криминальных скандалов, даже привлекался к следствию и некоторое время находился в местах лишения свободы, что в итоге стало причиной для чрезвычайного события. Накануне трагически погиб известный российский певец бард Вадим Стройкин. Мужчина выпал из окна своей квартиры в Санкт-Петербурге. Известно, что в момент трагического события в квартире 59-летнего артиста на улице Парфеновской проходил обыск. Теперь следствие проводит проверку по поводу произошедшего. Вадим Стройкин появился на свет на Урале. Он окончил британскую школу журналистики, а в последние годы жизни преподавал игру на гитаре. У сотрудника комитета и известного российского циркового артиста Эдгара Запашного родился второй сын. Назвали Аркадием. Эдгар Запашный работает в организации Михалкова уже целый год.
и является активным участником антикоррупционных проверок. К сожалению, вновь ухудшилось состояние здоровья дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой Елизаветы. Сегодня утром она была госпитализирована. Совсем недавно мы сообщали, что Елизавета была выписана из больницы, однако за последние дни произошли кардинальные изменения в здоровье дочери Аллы Пугачевой. На данный момент она находится в центральной больнице Кипра в тяжелом состоянии. Отметим, что чрезвычайное событие произошло еще осенью прошлого года, когда дочь Максима Галкина при нападении получила тяжелые травмы. На Украине будут судить известную певицу Таисию Повалий, которая совсем недавно получила российское гражданство и открыто поддерживает Россию. Известная артистка обвиняется в поддержке президента Российской Федерации, а также участии в политических мероприятиях. Ранее Таисия Повалий открыто заявила, что считает Россию спасением для своих украинских коллег. Таисии Повалий может грозить до 3,5 лет лишения свободы. У легендарного советского актера Олега Стриженова случился инфаркт мозга. Артиста госпитализировали с ишемическим инсультом. По данным прессы, врачам удалось немного стабилизировать состояние актера после острого нарушения мозгового кровообращения. Однако на данный момент состояние здоровья 95-летнего артиста является тяжелым. Легендарный актер знаком широкому зрителю по таким фильмам, как «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама» и многие другие. Пресс-служба комитета сообщает о трагедии, которая произошла с известной российской певицей Кристиной Орбакайте, которая несколько дней назад приехала в Россию, в город Сочи, для съемок нового музыкального клипа. По сценарию музыкального клипа на историческую тему дочь Аллы Пугачевой должна была некоторое время скакать на лошади по пляжу около моря. Однако что-то пошло не так, и во время середины съемок музыкального клипа Кристина Орбакайте упала с лошади. Кристина Орбакайте была срочно госпитализирована в центральную больницу города Сочи. К сожалению, сегодня ночью она перенесла остановку сердца из-за сильной черепно-мозговой травмы. Однако утром врачам удалось стабилизировать состояние здоровья дочери Аллы Пугачевой. Сегодня день памяти легендарного советского и российского актера Вячеслава Тихонова, который ушел из жизни в 2009 году. Вячеславу Тихонову могло бы исполниться 97 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.